Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. И сегодня видео, посвященное самым необычным украшениям, самой необычной винтажной бижутерии, которая собралась у меня на протяжении некоторого времени. Все эти украшения я нашла на свалке, на помойке, и их вот так много, все эти броши, и что-то тут еще есть, будем сейчас разбирать. Отодвину в сторону, и сейчас начну видео с необычных вещиц, необычных шкатулок. Первая необычная шкатулка — это шкатулка кресла. Сейчас быстренько я вам покажу необычные шкатулки, какие у меня есть, и перейдем к этой невероятной куче, будем разбирать и, в общем-то, наслаждаться. Вторая шкатулка, которую сегодня я подготовила к показу, необычные коалы. Это тоже тематическая, Австралия, значок такой, простите, австралийский хранится. Думаю, что это как сувенир, был привезен из путешествия. Сувенир, который был привезен из путешествия. Следующая необычная шкатулка — это вот такой снеговик. Тематический снеговичок, шкатулка, может быть, какие-то украшения здесь находиться. Но я здесь храню вот такие очень мелкие серьги-пусеты, веночки новогодние. В общем-то, и последнюю шкатулку, которую сегодня я хочу вам показать, это вот такая необычная шкатулка-тележка с цветами, стоила 50 центов, показывала я вам ее. Такая тоже необычная. Ну и, конечно, тут есть украшения. В общем, продолжаем разбор украшений. В общем, со шкатулочками покончили, закончили. И давайте покажу то украшение, которое, на мой взгляд, очень необычное. Вот в таком же виде я его и купила. Это две броши. Показывала я вам эти брошечки невероятной красоты от компании Lenox. И компания старинная, винтажная. В 1859 году в городе Трентон в Нью-Джерси родился лучший производитель фарфора Уолтер Скотт Ленокс. И он занимался производством посуды, и в 1889 году дал название компании Lenox. В начале 20-х годов в Америке находили модным сервировать стол дорогими сервизами из фарфора. Сейчас покажу я вам чайничек такой. И в 1902 году, представляете, как это было давно, компания начала предлагать покупателям и посуду из фарфора. Так, на этом фоне тоже покажу вам. Из фарфора декоративные посуду из фарфора, декорированные известными художником того времени Марли. Так, сейчас откроем. И в 1906 году сфера деятельности Ленокса значительно расширилась, и выпускали они украшения и предметы декора не только для сервировки стола, но и какую-то бижутерию, украшения, все, что связано с фарфором, они начали производить. Уникальная просто парочка в таком отличном состоянии мне досталась. Есть вот маркировка. И компания Lenox, я думаю, что на слуху у многих из вас, и думаю, что она вам известная. И когда я увидела просто вот название вот на подложке Lenox, мне сразу почему-то ассоциация была с какой-то посудой. Но, в общем-то, когда я заинтересовалась вообще историей этой компании, я была очень удивлена, насколько это старая компания и как долгий, вернее, какой долгий путь она прошла. Эти стеклянные. Так, ну и давайте будем разбирать те необычные вещицы, те необычные броши, которые я сегодня подготовила к показу. И первая необычная довольно-таки брошь. Это брошь шерифа. Смотрите, классная, да? В каждом населенном пункте есть шериф, который смотрит за порядком. И вот все атрибуты шерифской жизни, сказать так: шляпа, ковбойские сапоги
и значок шерифа. Они тут присутствуют в разной форме, вернее, разного вида есть вот такие броши. И это брошь с маркировкой. Это Гонлин. Если кто-то знает, что это такое, так поближе покажу. Возможно, вам эта маркировка известная. Но вот чисто с эстетической точки зрения сказать хочу, что в отличном исполнении эта брошь. Красивая эмаль. Эмаль такая, видите, как бы наложена на отшлифованную такую поверхность. В общем, такая необычная, на мой взгляд, брошь. Красивая. Брошь шерифа. Жалею, что не купила вторую брошь. Там на прилавке было две таких броши. И, в общем-то, почему-то я выбрала одну. Сейчас вот вспоминаю, что там было их две. Сожалею. Вторая необычная брошь. Это брошь риэлтора. Я так ее называю. Видите, это дорога к дому. Здесь табличка, что Sally sold, продано, дом продан. И в таком исполнении матовая поверхность золотая. Очень красивая на самом деле брошь. И она маркирована. Она маркирована AFNJK. В общем, кто-то, если знает, тоже подскажите. Я про эту брошь тоже подробно рассказывала. Сейчас уже не помню все детали, да, происхождения этой броши, но она очень забавная, красивая. Мне прям нравится. Прям я ее называю брошь риэлтора. Такая тяжеленькая, крупная. Ну, такая тематическая брошь. Следующая странная брошь, на мой взгляд, которая, ну, скажем, тема довольно популярная. Это Ноев ковчег. Я показывала в своем видео Ноев ковчег от Сары Кавентри, по-моему. И он более такой детальный, с шармиками из животных. Оставлю ссылку на видео, кому интересно посмотреть на ту брошь, покажу. Но ту брошь я увезла в Россию, подарила, в общем-то, а следом тут же купила себе такую. Вот бывает же, свято место пусто не бывает. Но она уже выполнена совсем в другой технике, как, скажем, попроще. Здесь вот есть площадочка для маркировки. Но самой маркировки, как видите, нет. Но все равно приятно, что замещение такое все-таки произошло. Как я уже сказала, брошь попроще, но тем не менее, Ноев ковчег тоже он есть. А следующая странная брошь, это вот такая брошь бюстгальтер. Тоже я вам ее показывала. Тоже, на мой взгляд, очень такая странная, забавная брошь. Я не знаю, это может быть для продавцов нижнего белья. Такая тоже тематическая. Она без маркировки. Ну, тоже такая интересная вещица. Я уже думала, может быть, это как-то вот так, или это что-то. Нет, потом до меня все-таки дошло, что это бюстгальтер. Ну, такая тоже странная, да, на мой взгляд. Как вы считаете, брошь? Ну, такая тоже тяжеленькая, качество хорошее, такая тематическая какая-то странная брошь. Брошь, которую показывала, по-моему, в прошлом видео, совсем недавно, это брошь швейная машина, когда показывала вам свое приобретение. Точилка винтажная в виде швейной машины, потом показывала шкатулку, тоже одна из странных, но не стала ее сейчас вам показывать, повторяться лишний раз, а брошечку еще разок вам покажу, как странный такой предмет, да, странная брошь. Следующая странная брошь, это брошь рука, это такая, как это, виньетка, да, для цветов, то есть в форме руки, здесь стеклянная колба, наливается вода и вставляется цветок. Но я так предполагаю, что это свадебная брошь, свадебное украшение. Не могу точно сказать, но вероятнее всего это мужская, да, брошь. Здесь явно женская рука держит цветок. Ну, в общем, тоже такая странная брошь, винтажная, старая застежка, и она такая сборная.
Тоже тяжеловатая. Ну, брошь-виньетка тоже, на мой взгляд, очень такое странное украшение. Не каждодневная. Ну, такая красивая поверхность, гладкая. Такая странненькая. Тоже странненькая, да, брошь? Как вы считаете? Напишите. Так, не падайте, пожалуйста. Следующая странная брошь — это вот JG компания, да, есть маркировка. Велосипед. Компания любит, вернее, производит странные сюжетные броши с какими-то интересными темами. И вот такая брошь-велосипед. Как правило, у JG какие-то детали всегда подвижные, и эти броши узнаваемы. Из белого металла оттенка выполнена очень так подробненько. Велосипед, да, и вот двигается переднее колесо. Повернешь вправо, повернешь влево, поедешь прямо. Тоже такая вот странная себе брошь. Но это сказать, что это брошь велосипедист, если уж я начала так по категориям, да, разбивать брошь, то это, наверное, брошь велосипедиста. Так, идем дальше. Здесь следующая брошь тоже, на мой взгляд, очень странная. Это как раз относится вот к брошам. Я показывала брошь швейную машину, да, и говорила о том, что вот колечки вот такие встречаются на брошах. Я не понимала, что это. Я почему-то подумала сразу, что это типа салфетка. Здесь тоже вот что-то непонятно. На самом деле вот эти детали предназначены для либо очки сюда можно вешать, подвесить, либо салфеточку, либо платочек. И будет выглядеть здорово. Мне кажется, вот какую-то белую салфеточку или какую-то красивую салфетку будет как будто этот чайный наборчик на столе, покрытый скатертью, выглядеть. Ну, потому что здесь, видите, пакетик с чаем, это пакетик с чаем. Я не думаю, что это сильно прям винтажная брошь, но думаю, что к годам 70-м, 80-м она все-таки относится. Здесь есть также маркировка. Так, не могу сказать. Cats Creators. Ну, как-то вот так написано. Смотрите. Есть элемент филиграни штампованной, старая застежка. На этой основе филигранной есть вот такая чайная пара с ложечкой, чаем. В общем, тоже, на мой взгляд, очень такая забавная брошь. И посмотрите, как будто чаинка падает, и это как бы капля кипятка падает в чашку. Тоже, на мой взгляд, очень забавная такая брошечка. И на шедевр сегодняшнего показа оставила очень странные серьги. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Посмотрите. Это вот такие, как не шезлонги даже, а кресла. Да? Странно очень, да? Кресло и это серьги. На самом деле есть проба. Это серебряные. Сейчас я вам покажу. Не помню уже где. Тут пробу я находила, но она где-то есть. Так, если вы видите, напишите мне, пожалуйста. И это вот такие вот серьги. Очень странная тема. Почему именно кресла стали темой, да, для сережек? Но серьги такие забавные, и когда вот так их в носке, тоже интересно, да? Хочется присматриваться и рассматривать странные украшения. Как вам сегодняшняя тема видео? Напишите, как шедевр, на ваш взгляд, показался ли вам он странным, либо это вполне норм, да, когда серьги в виде кресел. Так, еще раз вам покажу. Интересное. Жду ваших впечатлений, жду ваших комментариев. Всем мира, добра, красоты. Всех целую и обнимаю. Увидимся в следующем видео. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.